На момент записи этого ролика в деле Павла Дурова ничего не стало яснее. Французская прокуратура обещает заявить свои официальные претензии только сегодня, уже после выхода. Зато пока у нас есть время обсудить эту тему с фундаментальной точки зрения. Как устроены взаимоотношения развитых государств и глобальных IT-платформ? Как в мире интернета эволюционирует право на приватность? А также поговорим об ответственности сервиса за действия пользователя. Только прежде чем начнем, маленькое объявление. Для серии про Вторую мировую войну мы ищем специалиста по Азиатско-Тихоокеанскому театру военных действий. Если вы такой специалист, пожалуйста, заполните форму по ссылке в описании. Начинаем. Есть американская политика, сформулированная, как и все правила регулирования интернета на заре 90-х. Площадка не несет ответственности за то, чем пользователи на ней занимаются. Это означает, что никакой специальной правовой рамки для интернета городить не нужно. Что возникновение интернета не новая правовая реальность, а старая, на новом техническом уровне. С точки зрения закона нет разницы между бумажным письмом и электронным письмом. То и другое защищено правом на тайну переписки. И как Федеральная почтовая служба США не несет ответственности за содержание проходящих через нее писем, так и Google не должен и не имеет права модерировать то, что проходит через Gmail. Как следствие, в процедурах полиции и спецслужб тоже особо ничего не меняется. Может ли быть ограничено право человека на тайну частной жизни и переписки? Может. Для этого задолго до появления компьютеров, интернета и даже телеграфа были придуманы правовые механики. Правоохранительные органы могут обратиться в суд, привести веские аргументы в пользу того, что объект их интереса настоящий злодей, и только после этого они получают разрешение от суда вскрывать его почту, прослушивать телефон, нарушать неприкосновенность жилища с целью проведения обыска, ну и всякое такое прочее. То есть все просто. Только суд может ограничить конкретного человека в правах и дать возможность спецслужбам вести себя в отношении именно него лично, так как вообще-то в отношении граждан в целом им вести себя нельзя. По понятным причинам никаким правоохранительным органам и спецслужбам такой расклад не мил. Если вы спросите их мнение относительно подобных ограничений, они вам скажут, мол, только потому преступность в мире все еще и существует. Ведь мы, скажут спецслужбы, связаны по рукам и ногам. На каждый чих нужно разрешение суда. Спецслужбы всего мира ведут планомерную лоббистскую работу, чтобы в этом правовом механизме понаделать лазеек. Чтобы возникали особые случаи, экстренные обстоятельства, особые категории граждан, чтобы появлялись специальные правовые режимы, где закон не работает, где можно залезть куда угодно, не спрашивая никакого разрешения. Особенно в этом деле помогает слово «терроризм», под лавочку борьбы с которым можно знатно развязать себе руки и объявить права граждан несуществующими ради их же безопасности. Борьба эта особенно обострилась в эпоху интернета. Не потому, что стало больше преступлений, и не потому, что интернет предоставляет злоумышленникам новые невиданные возможности. А потому, что в эпоху интернета на невиданный уровень вышла коммуникация сама. Сегодня средний человек за месяц отправляет и получает корреспонденции больше, чем в эпоху бумажной почты получал за всю жизнь. Сегодня любая интеракция, которая не требует физического взаимодействия людей, перешла в онлайн. Сегодня проще своей девушке написать «захвати, пожалуйста, колу с кухни» через сервер в Калифорнии, чем кричать на всю квартиру из спальни. Чем больше человеческая активность уходила в онлайн, тем большие усилия люди в погонах предпринимали, чтобы как-то обойти законодательные препоны. Мягче или жестче, более или менее официальным путем, но склонить крупнейшие сервисы к сотрудничеству. К сотрудничеству в каком смысле? Вообще все заметные сервисы, включая и Telegram, сотрудничают со спецслужбами в рамках закона. Когда ФБР приходит с судебным приказом, у администрации Telegram нет варианта послать их лесом. Понятно, что в таком случае Telegram вынужден сотрудничать в тех рамках, в которых это технически возможно. Если нет бэкдора, если со стороны сервиса нет возможности прочитать пользовательскую переписку, то ее вообще нет. Администрация Telegram тут ничем не поможет. Но любые спецслужбы хотят не этого. В идеале они хотят жить как ФСБ в России, иметь прямой и неограниченный доступ к сервису, иметь возможность следить за каждым пользователем, не спрашивая на то разрешения ни у кого и никого даже не уведомляя. Крупнейшие сервисы в тех странах, где суд работает, яростно сопротивляются таким поползновениям. Одно дело реагировать на судебные приказы, и совсем другое — дать товарищу майору прямой и неограниченный доступ к своему сервису, скомпрометировав его раз и навсегда.
Один из самых известных случаев публичного и официального торга – попытка ФБР в 2015-16 годах принудить Apple к созданию специального механизма по обходу шифрования iPhone. ФБР долго и упорно ходила по судам в самых разных американских юрисдикциях, но в конечном итоге, везде получив отлуп, сдалось. И сообщила, что нашло какой-то внешний способ проникать в изъятые айфоны. Борьба между крупнейшими глобальными сервисами и государствами в лице спецслужб – это главное противостояние 21 века. Что оно, что сама дискуссия об ответственности, приватности и свободе слова никогда не закончится. У каждой страны тут своя правда и своя цепочка аргументов. Сервисы вынуждены отстаивать своих пользователей и безопасность их данных. Это вопрос жизни и смерти для бизнеса. Спецслужбы же не любят ни с кем договариваться, а любят сразу получить свое. Безусловно, нынешний арест Дурова и, возможно, охапка обвинений в пособничестве всему на свете – это акт торга. Создание вполне определенного прецедента. Не судебная тяжба с сервисом, а уголовное обвинение его главы в соучастии во всех преступлениях, в которых этот сервис фигурирует. Тут речь не об ответственности площадки как сервиса и юридического лица. Здесь речь об уголовной ответственности создателей и руководства. Это модельный кейс, который, если будет доведен до конца, покажет собственникам и менеджменту крупнейших IT-компаний. Может быть и такой вариант. Мы можем с вами торговаться, спорить в СМИ, судиться, но у нас теперь есть финальный аргумент – возможность сбросить вас в тюрьму. Да, Европа не США. Право в Европе непрецедентное, и общей правовой рамки никакой нет. Но очевидно, что все на всех смотрят и копируют друг у друга практики, которые сработали. Если так можно во Франции, а не в путинской России, можно вести переговоры с IT-компанией посредством уголовного преследования ее руководства, то так можно везде. Значит, прокуратура условной Испании или Германии тоже сможет попробовать свои силы, и не обязательно в отношении Телеграма. К Гуглу, Apple или Фейсбуку тоже есть достаточно вопросиков. В зависимости от течения, дело против Дурова может открыть новую эпоху в отношениях между европейскими правительствами и глобальными IT-компаниями. И отношения эти будут выстроены, понятно, в чью пользу. Все-таки явленный миру механизм осуждения за чрезмерную несговорчивость – это сильный аргумент. Мы вас оштрафуем на много миллиардов – это один разговор. У нас есть отработанный правовой механизм, чтобы вас посадить – это совсем другой разговор. Когда такой исход становится гипотетически возможным, европейским спецслужбам, из какой бы страны они ни были, становится гораздо проще подкатывать к IT-компаниям, в том числе для неофициального взаимодействия. Кажется, кейс Дурова до боли напоминает происходящее в родных широтах. Где-то мы уже видели дискуссию предпринимателей с государством посредством СИЗО. Но очевидно, что здесь история будет гораздо сложнее. Сейчас об этом поговорим, сначала реклама. По данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, более 5% взрослого населения мира страдают от алкогольной зависимости. Около 6% от других зависимостей – наркотики, игромания, неконтролируемое переедание. Эти проблемы могут коснуться каждого, так как они обусловлены генетическими и социальными факторами. От возникновения зависимостей никто не застрахован. В России ситуация в 2 раза хуже. С ростом напряжения увеличиваются продажи алкоголя. Иммигрантам еще сложнее. Стресс провоцирует употребление психоактивных веществ. Это неизбежная цена эмиграции, которую платят многие. Со стрессом и зависимостями поможет справиться реабилитационный центр Монте Рехаб. Он расположен на берегу Адриатического моря в Черногории. Там вы можете получить качественное лечение на родном языке, не возвращаясь в Россию и сохраняя полную анонимность. Монте Рехаб – центр европейского уровня открытого типа. Пациенты находятся в безопасности и комфорте, без страха перед жестоким обращением, встречающимся в закрытых учреждениях. Центр рассчитан на максимум 12 человек, каждому из которых уделяется персональное внимание высококвалифицированных специалистов. Сотрудников столько же, сколько и пациентов, что обеспечивает персонализированное лечение по интенсивной программе. 8 часов психотерапевтических мероприятий каждый день, включая групповые и индивидуальные занятия. Монте Рехаб принимает только мотивированных пациентов, создавая спокойную и продуктивную атмосферу. После завершения программы пациенты не остаются одни. Центр обеспечивает онлайн-поддержку, помощь с документами, адаптацией и ресоциализацией. Если вам или вашим близким нужна помощь в борьбе с зависимостью, переходите на сайт по ссылке в описании и оставляйте заявку на первичную консультацию.
С промокодом КАЦ консультацию бесплатно проведет руководитель центра Денис Макаровский, эксперт с огромным опытом. Кейс с Дуровым может внешне напоминать случаи в России, когда предприниматели кидают в СИЗО, чтобы были сговорчивее. Но тут все сложнее. Спецслужбы и полиция по модусу своего поведения действительно мало чем отличаются в разных режимах. Разница автократии и конкурентных демократий только в том, что для людей в погонах существуют сдержки и противовесы, в первую очередь независимый суд. Мы в точности не знаем, какие обвинения будут предъявлены Дурову. Французская прокуратура обещает предъявить их уже после того, как этот ролик выйдет. Но пока, судя по тому, что пишут французские СМИ, французская полиция идет на приличный такой риск. Она тащит в суд не просто дело против физического лица Павла Дурова, а настоящий философский диспут. Диспут не о действиях конкретного сервиса, а о пределах, до которых государство может вмешиваться в жизнь граждан. Если обвинения таковы, какими они видятся сейчас, то Дурову вменяют как преступление тот факт, что он создал защищенный механизм общения, который не предусматривает никакого бэкдора. Вопрос, по сути, стоит так. Виновен ли производитель замка в том, что его не может вскрыть не только грабитель или полицейский, но даже создатель замка, если замок этот использовался, чтобы закрыть заложников или спрятать партию героина? Виновен ли концерн Volkswagen в том, что Bugatti Chiron не догонит ни одна патрульная машина на свете? Если дело дойдет до суда, то с учетом общественного резонанса и возможностей Дурова для юридической защиты, прецедент может обернуться совсем не таким, как воображает себе французское следствие. Если аргументы следствия таковы, какими пока кажутся, дело выглядит чрезвычайно рискованным, чтобы идти с ним во французский суд. Мы не знаем и не видим всей картины. Возможно, у французских полицейских есть доказательства, что какое-то преступление и впрямь совершалось, если не при участии, то при прямом потворстве руководства сервиса. Тогда будет другой разговор. Но если вся вина Дурова сводится к тому, что он создал слишком защищенный, слишком свободный, слишком независимый инструмент, такая позиция выглядит очень слабо. Это что касается самого дела. Но нужно сказать и о дискуссии, которая развернулась в русскоязычном сегменте вокруг Телеграма и личности Павла Дурова. Безусловно, к Телеграму и его специфическим отношениям со всякими малоприятными режимами, от российского до иранского, есть много вопросов. Телеграм не только породил особый сорт пропаганды Z-военкоров, не только служит площадкой самым отвратительным представителем человеческого вида, но и стал настоящим оружием в российско-украинской войне. Никто не отрицает, что он выполняет роль армейской связи для российских военных. Через него происходит наведение артиллерии и координация между подразделениями, коммуникация разных уровней командования между собой. Телеграм стал пристанищем не только для ординарных преступников. Туда переехали все разновидности реальных политических экстремистов. В Телеграме осталась площадка для их идей, что не всегда можно причислить к заслугам самоотверженной борьбы Павла Дурова за свободу слова. Мы помним, Телеграм сдался под давлением российских властей и заблокировал бот умного голосования в 2021 году. А в 2017-м Дуров в ответ на просьбу иранского министра заблокировал канал, координирующий протестующих с миллионом подписчиков. Случаев, когда Дуров безразлично отнесся к прямым призывам к насилию или даже прямой координации насилия, однако вычищал опасный для агрессивных режимов политический контент, можно вспомнить немало. Из последнего плашка фейк в телеграм-канале жен мобилизованных «Путь домой». Она как висела, так и висит там. В поиске канал не выдается. Хотя это, очевидно, никакой не фейк, и совершенно точно руководство Телеграма об этом знает. Нет никаких сомнений. Когда Павел Дуров сталкивается с политическим режимом, который в первый раз просит вежливо, а во второй дает хлебнуть новичка, тогда Дуров склонен соглашаться и выполнять некоторые просьбы, даже если требования эти идут вразрез с его заявленными ценностями. Но это мы говорим про какие-то личные особенности или даже моральные качества Павла Дурова. Его представлениях о действительности, о том, как нужно балансировать между просьбами тех, кто подаст в суд, и тех, кто может прислать киллера. Это не то, что должно нас интересовать. В данном случае у нас речь про сам сервис, который, вне всяких сомнений, дает возможность злоупотреблять правом на приватность, но дает злоупотреблять ею только потому, что обеспечивает эту приватность очень хорошо. Приватность — это жизненно необходимо очень многим людям, как просто для свободного общения между собой, ведь в таких режимах, как российский, любая другая переписка просто регулярно утекает и продается даже. Так и для разных людей, которых подобные режимы не любят. Абсолютно все российские независимые редакции, оппозиционные избирательные штабы,
Правозащитные организации координировались и координируются через Telegram. Адвокаты разговаривают с подзащитными в Телеграме, источники с журналистами. Вообще, все со всеми, кто не хочет быть в прямом эфире в ухе у товарища майора, по его первому требованию, общаются в Телеграме. И именно Павел Дуров сохранил эту возможность, когда в России попытались Телеграм заблокировать. По своей инициативе и за свой счет он тогда вступил в настоящую войну против путинского режима и добился того, что Телеграм продолжил работу в России, даже несмотря на прямой запрет. Он создавал специальные механизмы обхода блокировок внутри приложения одной кнопкой, координировал команду, которая постоянно придумывала, как оставить Телеграм доступным для россиян. И в конечном итоге российское государство тогда отступило. Мы видим, как действует сейчас YouTube в той же ситуации. Он не делает абсолютно ничего для поддержания доступности сервиса в России, потому что в YouTube нет Дурова. Дуров, может, и ходит на небольшие компромиссы, но он не пошел на главный. Насколько нам известно сейчас, никто и никогда не получал доступ к перепискам в Телеграме через администрацию Телеграма, как бы этого ни хотелось каким-либо государством. И да, для спецслужб это может и плохая новость, но для нас, обычных граждан, а тем более политически активных граждан в диктатурах, эта новость очень хорошая. Свободу Павлу Дурову. До завтра.